Сегодня начнем делать первую часть нашего ствола. Нам понадобится проволока, у меня 50 сантиметров в длину и 12 миллиметров в диаметре. Далее обязательно понадобится пищевая фольга, у меня сантиметровая лента, можно использовать просто обыкновенную линейку, и клеевой пистолет со стержнем. Поехали! Проволочка нам понадобится для того, чтобы укрепить конструкцию. Фольга и так довольно плотная, но чтобы перестраховаться, я попробую поработать с этой проволочкой. Итак, закрываем проволоку в небольшое кольцо. Вот таким образом. Это будет у нас самая нижняя часть ствола. Можно даже сделать вот так, чтобы было наиболее устойчиво. Мы сейчас будем все это обволакивать в фольге и посмотрим, как получится. У меня ствол будет высотой примерно 26-27 сантиметров. Но если сделать ровно, то будет около 30 сантиметров. Поэтому по ходу будем разбираться. Вот таким образом я сделала ствол. Следующее, что мы делаем, обволакиваем все это фольгой. Для начала можно вот таким образом просто прижимаем пальчиками, вот такими движениями, для того, чтобы фольга хорошо прилегала к проволоке. Но здесь у основания я немного нанесу клея и приклею фольгу. Это нужно для того, чтобы зафиксировать первый слой фольги и нашу проволочку. В целом фольга и так неплохо держится, но тем не менее, пусть будет так. Отлично. И теперь поехали, обволакиваем до нужной толщины нашего ствола. Этот ствол очень тоненький, я хочу сделать потолще. Поехали. Нижняя часть ствола у нас должна быть намного шире. Именно поэтому мы прикладываем фольгу на нижнюю часть, обволакиваем вместе с нашей основой. И кое-где можно зацепить клеем. Точно так же, как я делала на предыдущих слоях в работе с фольгой. Обязательно прикрепите, чтобы фольга потом уже на готовом изделии не отходила. Поехали, утолщаем нижнюю часть вот таким образом, то есть трапециевидно к низу, примерно от середины ствола. Поехали!
Примерно вот такой ствол у нас получился. Это только первая его часть. Дерево у нас, как правило, будет изогнутым. Вот таким. Я примерно такую хочу форму. И сейчас еще добавим несколько веточек, которые смотрят в разные стороны. Здесь вы можете уже фантазировать так, как вам нравится, какое дерево конкретно вы хотите сделать. Немножечко перекручиваем фольгу, чтобы дерево было и ствол был таким настоящим, с вот такими прожилками, поэтому чуть-чуть перекрутите дерево. Вот фольга очень классные отпечатки оставляет. И, соответственно, дальше уже делайте форму дерева, выполняйте из фольги, такую, какая вам больше всего нравится. Добавляйте столько веточек, сколько хотите. Соответственно, таким же способом, каким мы делали само дерево, нужно делать его веточки. Я взяла проволоку и теперь буду кусочком фольги обволакивать проволоку и создавать веточку нужной мне толщины. Ну, примерно вот такой, она будет меньше толщиной, чем основной ствол дерева. Поэтому я думаю, этого мне будет достаточно. Не забывайте закреплять проволочку и фольгу, чтобы потом в конечном изделии уже у вас все было красиво и проволока не выскакивала. Просто аккуратно закрепите и оставляйте небольшой кусочек, вот видите, она ездит. Оставляйте небольшой кусочек проволоки для крепления к дереву. Сразу скручиваете ствол веточки, чтобы она была такая перекрученная, с прожилками, как настоящие крупные деревья. Итак, вы можете вставить эту же проволоку в фольгу, она очень хорошо входит, и дальше уже формировать то дерево, какое вам нравится. Вы можете сделать любое количество веточек. Для начала пока сделаем так, и когда уже будем собирать все дерево, посмотрим, куда мы еще добавим веточки и сколько конкретно их будет. Продолжая работу со стволом, нам понадобится лист обыкновенной бумаги или газеты. Здесь без разницы, все, что у вас есть, не нужно. У меня вот черновики. Поэтому мы берем бумагу и начинаем хорошенько ее перетирать и переминать. Поехали. Вот такая довольно мятая бумага у меня получилась. Берем наш ствол. Помните, да, что у нас здесь вот такие прожилки спиральные, потому что мы перекрутили ствол. Итак, накладываем бумагу и начинаем формировать по фольге, делая вот такие небольшие защипы по спирали, для того, чтобы на нашем дереве появились классные прожилки, корни, вся эта корневая система с помощью бумаги. Итак, наносим клей на поверхность. И здесь уже просто формируем, как нам нравится, как мы это видим. Возможно, есть какие-то бугорки на фольге, которые мы до этого сформировали. И создаем вот такими защипывающими движениями красивый рельефный ствол. Так, не бойтесь, добавляйте. Бумагу можно и наклеить сверху. Здесь ничего страшного нет, потому что мы будем все это закрашивать, тонировать, поэтому бумага здесь у нас может быть и сверху, и всяко разно. Поехали, наклеиваем и не стесняемся. Главное, чтобы были защипки, бугорки. Чем больше, тем лучше, тем рельефнее и красивее у нас получится.
Девочки, уделяем особое внимание как бы корневой системе, к самому низу ствола. Прямо делаем такие хорошие защипы. Это у нас уже корни дерева, они должны быть наиболее рельефными. Поэтому тут не стесняемся, включаем всю фантазию и хорошенечко защипляем. Также стыки бумаги должны быть очень хорошо закреплены, чтобы она потом уже после окрашивания не отошла, и чтобы ствол был однородным и без всяких швов. Поэтому хорошенечко приклеивайте, и все. Примерно вот так должно получиться. Точно так же обрабатываем дополнительные веточки, сколько вы хотите. Здесь я немножко оставила, потому что мало ли в процессе формирования дерева мне понадобится еще добавить сюда веточку или просто кусочек фольги. Поэтому тоже это учитывайте. Вот, обратите внимание, как красиво получилось. В конце, как только обклеили фольгу бумагой, можно еще немножко перекрутить. Тем самым мы добавляем рельеф в разные стороны. И вот так уже видно, как у нас растет дерево и какой у него красивый ствол. Итак, девочки, я примерно накидала рисунок, который будет соответствовать моему дереву. Вы можете что-то добавить или пофантазировать, придумать что-то свое, но пример будет вот такой. Вот я сейчас разместила уже парочку веточек, вот третью. Ну, точно так же, просто скрутила фольгу на ту же самую проволоку и вставила, сейчас буду вклеивать. Обратите внимание, Две веточки у меня смотрят в разные стороны, но для того, чтобы композиция не была плоской, мы сделаем ее немного 3D, как бы, да, в 3 проекциях. И эта веточка у меня будет не так размещена, а в эту сторону. Просто наливаю клей, ну и, соответственно, приклеиваю. Точно так же потом обработаю все это бумагой, веточки будут хорошо закреплены и уже ни в какую сторону никуда двигаться не будут. Далее я буду смотреть по обстоятельствам, где мне не хватает веточки, какую бы еще добавить, но это будет видно после того, как мы сделаем цветочки. Повторю создание веточки, чтобы вам было более понятно от начала до конца. Итак, берем проволочку плотную, ту же самую, что мы использовали при создании самого дерева. Просто обматываем проволочку фольгой очень хорошо. Плотность веточки тоже на ваше усмотрение, но я сделала чуть меньше сантиметра в диаметре, перекрутила. Обратите внимание, вот видите, обязательно должно быть так, чтобы потом мы смогли перекрутить бумагу, и у нас тоже получились вот эти вот древесные прожилки. Вот таким образом здесь оставляем край свободным. Это нужно для того, чтобы мы могли в ствол дерева вставить и веточку хорошо зафиксировать. Далее возьмем обыкновенную бумагу. У меня черновики. Я ее уже перетерла, но перетру еще немного. Так. Вот таким образом. Чем больше заломов, тем будет выглядеть реалистичнее. Отрываем небольшой кусочек. Тут у меня больше всего заломов. И просто обматываем нашу веточку вот таким образом. И в процессе перекручиваем вот таким образом, создавая дополнительные прожилки. Наносим клей на бумагу горячий. Можно использовать технику папье-маше, но для меня это более сложный вариант. Я выбрала легкий. Почему бы не воспользоваться клеевым пистолетом и бумагой, и не мучиться с клейстером и так далее. То есть здесь ничего ждать не надо. Все готово сразу, а эффект, в принципе, получается такой же. Вот. Все перекрутили, бумага может где-то порваться, обязательно фиксируйте клеем, чтобы потом, когда будем окрашивать, никаких дыр, щелей, ничего не осталось. Поэтому все кусочки бумаги обязательно должны быть приклеены. Все, перекрутили. Уверена, что веточка плотненькая, что нет нигде кусочков бумаги не клеенных. Вот, я все приклеила. Все плотненько, ровненько. И далее уже будем работать с ней дальше.
Вот таким образом создаем все веточки. Если вы хотите сделать меньше ветку, то есть, ну, соответственно, делайте меньше обмотку фольгой, либо не такую плотную бумагу. Можно вообще газету использовать, то есть здесь абсолютно без разницы. Но с газетой есть одна проблема, там буквы нужно будет окрашивать сильнее, поэтому я использую обычную белую бумагу, черновики, ее окрашивать будет в итоге удобнее. Помните, мой рисунок выглядит так, то есть я вот веточку уже подготовила. Вы можете добавить дополнительные веточки, то есть здесь уже все будет зависеть от вашей фантазии, видения. Можете полностью повторить за мной, можете добавить чего-то своего.